Путин выступил на коллегии Минобороны, где в полной мере проехался по Европе. Хотели мы, говорит, после развала СССР стать частью западной семьи, но нас все время давили и обижали. Растерзали Югославию, устроили украинский переворот, подавляли юго-восток Украины силой. А все потому, что в предыдущей американской администрации сидели те, кто хотел Россию развалить. Европейские подсвинки, мол, просто включились в надежде поживиться. Но попытки провалились, теперь Россия вернула себе полный суверенитет, а наши войска, дескать, стали совершенно другими, они теперь, мол, воеванные. Европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Судя по реакции западных СМИ, переход Путина на язык телеграм-канала Медведева однозначно воспринят как угроза Европе. И не зря. Уж точно это воспринято как однозначный сигнал, что ни о каком мире Путин всерьез рассуждать не собирается. Давайте же разберемся, что тут Путин имел в виду, потому что это и впрямь очень интересно. Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании есть способы обойти блокировки. Самые разные, мы и видеомессенджеры разные рассмотрели, и VPN, и инструкцию написали, как можно совершенно бесплатно ускорить YouTube. Во-первых, это должно быть интересно всем тем, кто считает, будто Медведев просто тихий сумасшедший. Ничего похожего. Просто что у Путина на уме, то у Медведева на языке. Медведев хорошо понимает, в какую сторону следует сходить с ума. Какая лексика будет принята и одобрена начальником. Медведев, как принято среди такого рода персонажей, сходит с ума в свою пользу. Не нужно к его эскападам в Телеграме относиться легкомысленно. Когда он рассуждает о скорой войне с европейскими подсвинками, мы просто слышим ранний анонс того, что скажет Путин. Подобные вещи именно в таком тоне и обсуждаются. Встретились, созвонились, ну и рассказывают друг другу свои обиды на Европу. Этими обидами собеседники упиваются. За эти обиды хотят мстить. Обида в этом контексте – самое жуткое слово, потому что путинская агрессия всегда питается обидой, возмездием за несправедливость. Ответ на вопрос, почему мы должны всерьез относиться к перечислениям обид на европейских подсвинков, находится в большой программной статье Путина об Украине 2021 года под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев». Не обманывайтесь названием, про единство там мало. Вся длинная, экранов на 10 статья – это перечисление обид. Просто пост брошенного девушкой-школьника во ВКонтакте. Мы вам построили, мы вам дали, мы с вами поделились, мы вам все на блюдечке, а вы все забрали, объявили себя отдельным народом и свалили. Задним числом мы понимаем, это и был военный манифест. Военный манифест в форме нытья, с призывом в свидетели династии Рюриковичей. Но помимо вот этих вот формальных обид, мы понимаем, что Путин действительно на Украину обижен прям лично и по-настоящему. Путин был амбассадором президентской кампании Януковича в 2003 году и полностью провалился. Путин попытался заново купить лояльность украинского руководства через цену на газ и провалился снова. Путин пообещал Януковичу 15 миллиардов долларов в 2013-м. Невероятную сумму. 8% тогдашнего украинского ВВП. И это единоразовый кредит, причем заведомо невозвратный. Для понимания масштабов, это как если бы сейчас кто-то Путину дал 200 миллиардов долларов просто так. Это была оплата отказа от ассоциации с ЕС в пользу таможенного союза с Россией. 3 миллиарда долларов Путин успел отправить, а Янукович, вместо того, чтобы выиграть выборы, раздав всем надбавки к пенсиям и зарплатам, сбежал на вертолете в Ростов. 3 миллиарда растворились без следа, вместе с амбициями. Обидненько. В 2014-м тоже ведь случилась фиаско. Да, Крым захватили, но захватили своими силами. Никакой Новороссии, даже рядом не случилось. Восток и юг Украины от Харькова до Одессы оторвать не вышло. Все местные элиты, которые поначалу с войной заигрывали, всякие харьковские народные республики у себя заводили, как только сообразили, к чему дело клонится, тут же такую активность свернули. Новороссия ужалась до 2 бандитских анклавов, существовавших только благодаря прямой военной поддержке России. Все эти хитросделанные керносы и прочее жуликоватое чиновничество, которое очень хотело торговаться с Киевом, угрожая сепаратизмом, но совершенно не стремилось быть вассалами Путина. Все они кинули его через колено, так?
как он сам привык всех кидать. Так что после 2015 года слово «Новороссия» ушло из официального употребления ввиду яркого несоответствия того, что удалось реально захватить масштабу общей задумки. Тоже обидно. Путин финансировал всю медийную и политическую империю вокруг Медведчука. Телеканалы, сайты, целую партию. И опять ничего не вышло. Как дело дошло до войны, пришлось Медведчука еще и на азовцев менять. Каждый подход к Украине не только сожженные миллиарды, но еще и очень унизительная фиаско, которое не скроешь. И с Европой у Путина совершенно та же самая ерунда, что и с Украиной. На первый взгляд кажется, что не так, но это так. Поговорим об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас есть немало людей, кто не просто не может увидеться в преддверии Нового года с друзьями, но даже кто просто с бабушкой созвониться не может. Ведь звонки в популярных мессенджерах в России заблокированы. Так вот, в честь Нового года VPN Liberty проводит акцию. Если вы перейдете по ссылке в описании, то получите бесплатные 30 дней. Вам не придется устанавливать никаких приложений. Активируется VPN прямо через Telegram-бот в пару кликов. Не нужно его включать, выключать или обновлять. Один раз подключаешься и никаких проблем. А еще у них техподдержка из реальных людей, которые вполне могут объяснить вашей бабушке, что и как работает. И вы сможете спокойно созвониться и поздравить друг друга с Новым годом. VPN Liberty делает подобные подарки уже не первый год. Например, в прошлом году они давали бесплатный доступ к VPN всем, кто хотел посмотреть «Мирные огоньки». Liberty тогда были и генеральным спонсором. Также у VPN Liberty есть не самый очевидный плюс. Это разрешенные торренты. Можно и скачивать, и раздавать. Некоторые VPN торренты запрещают. Если что-то пойдет не так, VPN Liberty первым расскажет вам о возможном снижении скорости или проблемах с серверами через рассылку в боте. И оповестит, когда проблемы закончатся, будет держать в курсе. Учитывая, что государство вовсю борется с VPN, от проблем, увы, никакой сервис не застрахован. Но VPN Liberty уже 2 года справляется с блокировками. У них более 600 серверов в разных странах. И работает VPN не только в России, но даже в Иране, Туркменистане и в Китае. У VPN Liberty уже более 70 тысяч пользователей. Так что подключайтесь тоже и пользуйтесь VPN бесплатно целый месяц. Дополнительно вы также получите пожизненную скидку 15% на все тарифы сервиса. Ссылочка и промокод в описании. С наступающим! С наступающим! Давай, ну идет, запинаешься. Ну вот, сейчас заново. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжим. Про отношения Путина с Европой немного поговорим. Всю четверть века Путин домогался любви Европы в том виде, в котором способен любовь понимать. Подчинение и зависимость. Торговал газом ниже рынка, строил трубопроводы, которые никогда не окупятся. Он скупал политиков и финансировал партии. Мы знаем о бывшем канцлере Германии Герхарде Шрёдере и бывшей министре иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, которым выписали официальный пенсион в Роснефти прям. Но понятно, что сильно больше тех, кто сидел на путинских деньгах, опосредованно. Если не все, то уж сильно больше половины вывозимых из России коррупционных денег оседали именно в Европе. Судостроительные верфи Финляндии, Нидерландов, Германии без устали работали, создавая все более рекордные яхты. Французский Dassault Aviation клепал все новые самолеты для антикоррупционных расследований. Вспомните фильм про дворец Путина. Там все, начиная от архитектора и заканчивая напольной плиткой, приехало прямиком из Европы. А уж из лондонских риэлторов, юридических и консалтинговых контор, банкиров, помогавших отмывать и прятать деньги Путина и его окружения, заработавших на этом на 32 поколения вперед, можно, видимо, собрать небольшую и очень небедную страну. Распродажа уцененных энергоресурсов в Европу и вывоз прибыли от них обратно в Европу же – это последовательная политика Путина все время его пребывания у власти. Почти каждый рубль, украденный на строительстве моста в Ульяновске, инвестировался в рабочие места для строителей на озере Кома. Путин угрохал невероятное количество ресурсов в попытке стать для Европы своим, стать в ней лидером, которого все уважают, к которому все ездят на Петербургский экономический форум и на парад 9 мая. Теперь понимаете, чем для Путина стал 22-й? Люди, которых он одаривал, покупал, чью промышленность снабжал дешевым газом с одной стороны и стабильными заказами с другой, в общество которых он так отчаянно хотел попасть, вот эти самые люди в один момент сказали: «Мы тебя знать не знаем, ты военный преступник, ты вообще ни разу не наш, ты варвар долбанный».
Арестовали деньги, отобрали яхты и самолеты, отовсюду повыгоняли, обидными словами обозвали, в розыск объявили, еще и дали Украине оружие и деньги. Это уже не надули и не цинично обманули. Это в путинской картине мира называется кинули и плюнули в душу. Вытерли ноги, причем сделали это максимально публично. Причем все санкции, аресты, все его унижение, это, мол, все было задумано изначально. Они просто повод искали. Понятно, как к таким выпадам Путина в Европе относятся. Никто не считает рассуждение о воеванных войсках пустой угрозой, а подсвинков простой обзывалкой. Путин говорит о Европе сейчас абсолютно в тех же выражениях и с тем же настроением, с тем же упоением собственной обидой, как говорил об Украине в своей статье за 7 месяцев до нападения. Путин весьма оптимистично настроен относительно собственной армии. Уж точно не европейским подсвинкам, в его этой терминологии, с ней конкурировать. Они вон без американцев ничего сделать не могут, а американцы больше на помощь не придут. Послушав Путина, мы понимаем, как рассуждать о перспективе европейской войны. Будет она несколько раньше или позже, дождется Путин госдумских выборов или настолько в себе уверен и в своей воеванной армии, что нападение на Европу случится раньше. Как можно, послушав такого Путина, оставаясь хоть сколько-то серьезным, рассуждать о деталях разговора Уиткофа с Зеленским в Берлине? Это вообще загадка. Последнее, что в таких речах можно расслышать, это заботу о последствиях. Путин вовсе не предстает человеком, которому есть дело до денег, трупов, разрушений, до каких-то планов, до любых аргументов физического мира. Для Путина не существует аргументов ни чтобы закончить нынешнюю войну, ни чтобы остановиться перед нападением на Европу. Ему плевать, сколько это будет стоить и во что вообще обойдется России. Единственный, пожалуй, шанс на мир, или, по крайней мере, на то, что получится избежать дальнейшей эскалации, заключается не в том, что Путин испугается исчерпания ресурсов, а в том, что они у него реально исчерпаются. Деталь, которую Путин явно недооценивает. Ведет он крайне ресурсоемкую, в высшей степени дорогостоящую войну. Беспрецедентно дорогостоящую в российской истории, которая ведется совершенно не так, как любые войны до нее. В этой войне на огромных деньгах держится абсолютно все. Приток солдат на фронт обеспечивается только за очень большие деньги. Рабочая сила на военных заводах тоже. Аппарат пропаганды жрет как не в себя. Все вокруг стоят с протянутой рукой. Кому-то мессенджер Макс продвигать, а кому-то блогеров с Ютуба в ВК-видео перетягивать. Путин, безусловно, хочет воевать и не против распространить войну дальше. Но на это нужен избыток ресурсов. Первый год войны шел за счет небывалой нефтяной премии из-за бестолкового формата санкций. 2 года после проедали резервы. Теперь война идет в долг. Путинские победы, которыми генералы ему настроение поднимают, только усугубляют проблему. Перманентное наступление по всем направлениям стоит не только много жизней, что снижает потенциал армии, как для продолжения войны, так и для ее расширения, но и обходится слишком дорого в деньгах. Слишком дорого набранные люди максимально бездарно уничтожаются, только для того, чтобы Путина порадовать заголовком об очередном захваченном населенном пункте. Наша надежда не на то, что у Путина нет амбиций воевать дальше, не на то, что он планирует забыть всем обидчикам все обиды. Такого не будет. Наша надежда на то, что в формате, в котором он ведет войну, с одной стороны за большие деньги, а с другой стороны с большими требованиями по внешней эффективности, в таком формате война принципиально немасштабируема. Сложно воевать как Сталин или Гитлер, когда у тебя нет огромного количества молодежи, которую можно дешево сливать. Людей приходится покупать поштучно. Покупаешь поштучно, а теряешь сразу многих. Очень сложно такой войне стать чем-то принципиально иным, чем бесконечная мясорубка в рамках одной области. Что мы и наблюдаем. Путин, видимо, считает, что у него бесконечные ресурсы, что он может изливать свою обиду на подсвинков, расходуя сколько угодно денег и людей. Ведь подсвинки слабые. Проблема для него заключается в том, что те, про кого он рассуждает, не подсвинки совершенно, а государства, у которых в совокупности гораздо больше ресурсов, чем у него. Путин же свои ресурсы в основном уже потратил. До завтра.